как хочется мне периодически, чтобы произошла какая-то настолько вот какая-то невероятная романтическая история. Прям вот такая, которая вот сначала душа развернулась. Что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. Куплеты пел, играть умел на гитаре. Любовью я играл шутя. Что вот это вот такое прям а вот происходит все не так. А происходит как? Бабки есть? Не очень. Опять день зря траты макияжа. В общем, как-то вот так это происходит, а женщин ходит рядом все больше и больше. Странно, не весна, а осень, а запал никак пропасть не может. Видимо, накануне кризиса среднего возраста гормоны выбрасывают, точнее, организм производит кучу гормонов уже на издыхании, потом их уже не будет, потом только Виагра. И у меня какие-то всплески, несмотря без привязки к сезону. То есть не весна, осень, вроде все засыпать должно, а у меня прям все на посту, хотел сказать, стоит. Блин, да ладно, у меня все стоит на посту. Поэтому надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. И нам, и вам, и всем. Блин, что же такое сегодня происходит? Женщин сколько? Ну и моя должна скоро подтянуться. А там я вам могу сказать: да, 10 из 10. Ну подождем, посмотрим. А вот и моя принцесса. Я тебя категорически приветствую. Ты тепло одета. Привет. Ты тепло одета, несмотря на то, что для середины ноября в Санкт-Петербурге, давай скажем честно, погода... Она очень непредсказуемая. Очень лето какая-то, я даже не знаю, может, грибы до сих пор есть. Это грибы. Где грибы? Бури, дождь и грозы, Игорь. Опа. Ну вот я, представляешь? конечно, так скажем, не поклонник грибов. Поэтому не знаю. Будем надеяться, это единственное разногласие между нами. У тебя, я обратил сейчас внимание, такие красивые глазки. Спасибо. И стрелочки, и вот эти вот капельки. Да, такой некий образ. Да, хорошо, что они не ближе к носу, потому что выглядели как слезки. И я подумал, что ты грустишь, что пришла на свидание. А так получается, что они у тебя прям... Ты молодец. Спасибо. Несмотря на то, что погода хорошая, все равно градусов 9. Не заставлю тебя гулять. Давай мы, может быть, куда-то... Я тебя приглашу согласна. в какое-то... Да? Да, ну, отлично. да. Потому что, да, я... Есть предпочтение по кухням, не кухням или на мой вкус? Я всеядная. Серьезно? Ну, вот, я Так приятно видеть всеядную девушку. Куда угодно ради, вот, если знаете хорошее место. Знаем хорошее место. Куда угодно, это хорошо. Ладно, поехали. Так, сейчас мы отсюда выберемся. Расскажи, пожалуйста, мне, пока мы едем, долго мы не будем ехать, расскажи мне, пожалуйста, очень хочется совпасть с тем образом мужчины, который каждая женщина рисует себя в голове, сейчас это непосредственно ты, очень хочется совпасть с этим образом. Скажи, а каким должен быть твой мужчина? Ну, наверное, сейчас самое главное... А почему, наверное? Ты наверняка должна знать, каким должен быть. У меня были очень тяжелые отношения с продолжительностью 11 лет. А и все 11 лет были тяжелые? 11 лет были тяжелые. Все тяжелые? Нет, одни единственные. Не, подожди, я еще раз задам вопрос. Все 11 лет эти отношения были тяжелыми с первого года до последнего, постоянно без перерывов? Да, я могу сказать так. Я подустала, честно говоря. Тогда вопрос.
первый год, ладно, второй год, ладно, даже третий год, ладно, но четвертый, пятый ты уже как бы типа, ну, очень уж они сложные все эти 3, 4, 5 лет. Может, пора как ты до 11 дотянула? Ну, слушай, я, наверное, надеялась, что, возможно, может что-то поменяться. То есть у меня, как бы, так скажем, в семье некоторые, наверное, какие-то старые установки. Вот. Консервативные. Да. Вот. Любим, терпим, ждем. Молодые, возможно, как бы ума с возрастом прибавится. Любится, стерпится. Да, ну что-то типа того. Вот. Но, к сожалению, уже, наверное, в силу все-таки своего, ну, еще небольшого возраста. Так. Вот. А мужчина твой одногодка был? Да, мы ровесники. Ну, еще там с далеких школьных времен, так скажем. Да, такая вот романтическая Очень история детская. Причем на бумаге это выглядит прям вообще, да? Да, Прям да, круто, да, и да. в один день умерли, в один день родились, и там, ну и так Ну, далее. почти, да. Но по факту, сколько я не знал этих отношений, вот этих школьных, со школьных, они всегда заходили... Ну, уже все. Да. Кто-то все-таки, к сожалению, наверное, выходит на уровень выше, да, нежели, а кто-то там остается. Да. Поэтому уже стало немножко неинтересно, наверное, находиться на том же уровне. Вот. И, конечно, самое главное вообще сейчас, чтобы мужчина был самодостаточен. Так, Вот. Ну, конечно же, верен, естественно. так, ну хорошее качество, верный, самодостаточный, так. Да, потому что все-таки отношения были таковыми, то есть мужчина игрок. Так, вот здесь поподробнее. Игрок в плане чувствами или игрок в плане казино? В плане казино, вот серьезно? эти вот ставки, вот, это были постоянно проигрыши денег, уже и к бабкам Ё-моё. ходили, собственно говоря. Так, и- стоп, к бабкам, которые пожилые женщины, а не бабки в плане вы Ну, они, наверное, на монетный и- двор ходили или в банк, типа, дорогой, мы пришли к бабкам, посмотри, это бабки, а это то, чего у нас нет. Ну, это, кстати, да, это можно так и сказать. Так. Ну, собственно говоря, мы просто и в клинику ходили, и ходили вот То есть он игроман. игроман. Да, прямо реальный игроман на протяжении 11 лет. Все так было. То есть полгода, возможно, там как-то вот более-менее нормально, а дальше уже, конечно, через полгода снова у нас длилась та же песня. То есть, поэтому мне, конечно, уже не хочется, честно говоря, так жить и вывозить все на себе. А это все 11 лет было или у него когда-то это просто проснулось? Вообще не просто. То есть у него получается периодами, я говорю, полгода затишье, все нормально, он не играет. Вот, мы живем нормально, а потом раз, и может быть на моей карте денежек и не будет. О. Или каких-то вещей, то есть вплоть вот до такого. Вот, поэтому, конечно, ну, такая история мне уже не интересна от слова совсем. Паркую себя, да. Вот, и хочется все-таки уже, так скажем, не тащить все сама, а возможно, чтобы мы вместе тащили, а мы же не тащили, а просто, так скажем, ну, чтобы, возможно, я хочу быть немножко послабее, Да. понимаешь? Да. То есть это очень важно для Да. меня, поэтому я честно могу сказать, это было сложно пойти, все, да? Ну, нет, да говори. Мы сейчас выйдем, что, я хочу дослушать, да. Да, историю. это замечательная, интересная история, но, собственно, да. На чем я остановилась? Что он был игроман, и ты сейчас хочешь почувствовать в мужчине какую-то некую опору и быть на Конечно. вторых ролях, и Да. чтобы он был, так скажем, цельный, без лютых вредных привычек, которые тянут семью на дно и отношения Это на тоже дно. очень важно на самом Я деле. говорю своими словами. Так, теми, которыми ты хотела Да. поговорить, сказать. Я просто реально понимаю это. Я понимаю, какая это боль для женщины, потому что, ну, это трэш. И я наблюдал очень много этих картин и по этому делу, и по этому делу, и по игре тоже. И я понимаю, что какая бы любовь ни была, и как бы ты человека там не любил, там, и так далее, все равно, как говорил один известный персонаж Сергей Мавроди, у всего есть градус плавления. У всего. У дружбы, отношений, любви, преданности, честности, верности, у всего может наступить такой градус плавления, при котором плавится абсолютно все. И твой градус плавления наступил через 11 лет. Правильно я понимаю? Да,
Да, это было, честно, сложно, могу сказать, вот пойти, так скажем, на знакомство, да, это новые отношения, это очень тяжело. Я понимаю. Вот, поэтому, конечно, это для меня было немножко волнительно. Ну, спасибо, что хоть согласилась, и то ладно. Ну, как бы да, вот. Но я вижу, что, по крайней мере, я не знаю, хоть мы с тобой еще, да, мало знакомы, так скажем, попереписывались не столь много, да, и надеюсь, я сейчас побольше узнаю, но пока все-таки, если сравнивать бывшего моего мужчину, это абсолютно день и ночь, то есть даже вот хотя бы по манере общения, по подаче, наверное, своей. Спасибо. Вот. Договорим, пойдем, поедим. Пойдем. Stop for a moment. Do you really think that I'ma fuck you while I'm sober? I'm not. Taking Uber to your hotel. Eating like a local, but you're calling back while I shut down. You give me bite in my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. With the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. О, садись. Не с первого раза срабатывает, надо в метке поменять батарейку. Слушай, ну я тебе могу сказать, что очень неплохо мы посидели. Я считаю, что просто шикарно. Винишко, мне кажется, вот самое было то, что надо, беленькое, сухенькое, и прям вот это хорошо меня согрело. Тебя согрело? Прям как доктор прописал. Прям конечно, как доктор мне прописал. очень жарко, поэтому я опять же разденусь давай-ка, немножечко тоже. Я немножечко, я скромненько. Какие у нас планы? Так, какие у нас планы? Слушай, ну, на самом деле, что, сидели хорошо, да? Так, вот. Настроение приподнятое, романтическое. Согласна. Вот. У тебя давно не было никаких отношений. Предлагаю тебе, соответственно, немного эти отношения в жизнь потихонечку внедрять в виде меня, красавца. В общем, не буду ходить по кругу да около. Предлагаю здесь гостишку недалеко. Вот, снять. Серьезно? Ну да, ну а что? Ну мы люди взрослые, а что там? Я, извини меня, в ресторане 20-ку потратил. Хотелось бы эту 20-ку, ну как бы это ни звучало там дико, да, но это же современный мир. Хотелось бы эту 20-ку как-то подотбить, что называется. Ну и плюс мы хорошо общались с тобой, я думаю, я тебе понравился, ты мне тоже. О чем нам ходить вокруг да около, там круги выписывать? Угу. Что, едем? Нет. Почему? Ну как бы, ну в смысле почему? То есть, я, честно говоря, вообще тебя видела немножко, возможно, в другом ракурсе, что ли, я не знаю. То есть, а в каком ты ракурсе видела? Ну, наверное, не те мужчины, которые после ресторана, так скажем, тащат девушку в постель. Не, ну подожди, я и ты хотела состоявшегося, там, уверенного, трали-вали. Да. Я состоявшийся, уверенный, я потратил на ужин 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Тебя когда последний раз тратили на тебя такие бабки? То есть из-за этой истории, которую я рассказала, что меня там где-то мужчина, так скажем, да, не дотягивал, где-то не спонсировал, но вот, здесь... есть одно но, что я могу сама себя проспонсировать и помочь себе по жизни. Я зарабатываю довольно нехорошо, хотела сказать, хорошо. Так, поэтому нет, просто как бы на этом просто наше свидание сейчас закончится, если дело в деньгах. Ну и в них тоже, а что? Хорошо, это, то есть меня вообще такой план абсолютно не устраивает. То есть я как-то почему-то подумала, что ты именно из тех мужчин, да, которые, явно не будут после свидания тащить в постель. Это что такое? Это вот 10 тысяч за то, что я могу сказать, что, наверное, не наела на эти 10 тысяч рублей, поэтому можем, так скажем, смело себе забрать. То есть мне себе забрать? Да, пожалуйста. И ты сейчас отскочишь? Конечно. Ничего себе. Я не собираюсь. Нет, мне такая ситуация вообще не устраивает. Давай я лучше тебе их отдам, и ты поедем. Да, пожалуйста, нет, все, забирайте. Так что, ты уверена? Я уверена абсолютно. Если ты думал, что я какая-то легкодоступная девушка легкого поведения, то ты как бы, не ту нашел, так скажем. Ну что, разве за деньги не да, разве как в песне поется? Нет, за деньги не да. Серьезно? Я не знаю, где там поется, но ты извини, конечно, но я вот этим не занимаюсь. Поэтому всего доброго, спасибо, до свидания. Ладно, постой, подожди. Ну подожди секунду, закрой дверь, замерзнешь. Ну подожди. Да я на самом деле такой, как ты сказала. Все нормально, возьми деньги. Все хорошо, возьми деньги.
правда, хожу на свидания, и каждый раз попадаются меркантильные сучки, которые хотят только денег. Серьезно. Я на самом деле не такой. Конечно же бы я не стал с тебя деньги снимать за ресторан, не повел бы тебя... То есть это проверка? Да, ну блин, да. Считай, что это проверка. Я не такой, как мог показаться сейчас. Я тот, который был до этого. Все в порядке, правда. Я просто хотел посмотреть, как ты на это отреагируешь. Все нормально, все хорошо. И очень круто, что ты оказалась именно такой. И знаешь, у меня для тебя есть небольшой подарочек. Можно? Ну только восприми его нормально, ладно? Сейчас. В смысле? Смотри. Это дальнейший подкуп? Нет, смотри, у меня есть для тебя подарочный сертификат в «Золотое яблоко», знаешь магазин? Ну, знаю. Парфюмерка. На 50 тысяч рублей. Это просто бонус. Вот ты сделала правильный выбор, да? Ты оказалась хорошей, нормальной девушкой. Поэтому возьми этот сертификат и купи себе что-нибудь крутое, какие-нибудь крутые духи, пожалуйста. Ну, честно говоря, я могу себе купить духи. Но просто если это опять вот как вот сейчас у нас был разговор... Нет, ничего за этим не последует. Более того, я тебе могу сказать, не хочешь себе покупать, если есть бабушка, мама, сестра, купишь ей, держи. Ну ладно. Хорошо? Да, договорились. А теперь я предлагаю все-таки продолжить наш прекрасный вечер и поехать. Как-то его скрасить на хорошей ноте. Да, это будет просто предложение, которого у тебя никогда в жизни не было. Поехали в кино. Вот на самом деле я так и хотела, Серьезно? между прочим. Я так и хотела. Тогда пристегиваемся? Ты можешь не пристегиваться. Я пристегнусь. Да? Я тебе разрешу сегодня пристегиваться. Ну, у тебя такой пухлый пуховичок, чтобы тебе не было некомфортно. Ну, чтобы не замерзнуть. Поехали? Поехали. Все, у тебя хорошее настроение? Да. И у меня тоже. Ты такая молодец. Я ручку тебе пожму. Такая холодные ручки до сих пор надо согревать. Надо еще винишко по дороге Конечно, у взять. меня тут просто всплеск вообще стресса реально сейчас был. Я думаю, это что такое? Я там первый раз вышла на свидание, это такая ситуация. Теперь все хорошо. Смотри, видишь линию горизонта? Туда сейчас будет садиться солнышко, я включу романтическую музыку, и мы уедем в закат. Мечтала о таком? Конечно. С хорошим мужчиной. Естественно, мечтала. Тогда ладно. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits.